Всем привет, и с вами, ребят, Shadow Foxy. Сегодня речь пойдет о разборе пасхалок во FNAF 3, ведь пройдя на канале эту игру, мы далеко не все в ней видели, а именно секреты и пасхалки, которые Скотт Коултон оставил здесь еще в далеком 2015 году. Надеюсь, тебе понравится это видео, и ты его оценишь. Затягивать долго не буду, поэтому начинаем. Итак, первый у нас на очереди пасхалка — это звук клаксона при нажатии на нос Фредди, который изображен на плакате слева в офисе. Эта пасхалка считается неотъемлемой частью любой игры по FNAF, которую делал Скотт Коултон, а звучит она следующим образом. Шанс ее появления в игре составляет 100%, и так в каждой части FNAF. С довольно редким шансом можно обнаружить одного из бумажных приятелей, сделанного из бумажных тарелок, которые будут лежать в офисе, в коробке, где лежат части аниматроников из FNAF 2. По сути, эта пасхалка и сама коробка дает нам вспомнить, что события FNAF 3 происходят после событий второй и первой части FNAF. И то, что не все души упокоились после событий этих двух частей. Остались и те, кто все еще жаждет смерти Уильяму Афтону, и они определенно ее дождутся. С таким же равно редким шансом, что и вторая пасхалка, вы сможете увидеть еще одного бумажного приятеля, но чуть выше, чем предыдущего. Посыл у этой пасхалки тот же, напомнит нам о событиях прошлых лет, но все же различие между ними есть. Оно заключается в дизайне этих подделок. Например, здесь изображен Бонни. Его характеризуют уши, сделанные из бумаги, и слезы, которые текут из его глаз. Как я ранее и говорил, эти бумажные приятели одержимы, а именно в них до сих пор остался остаток, который ими движет. Если кто-то не в курсе, то остаток в лоре FNAF — это то, из чего состоит душа человека. То, где хранятся наши чувства, эмоции, боль, радость и грусть. Накапливает в себе остаток, или же по-другому его называют ремнант. По сути, это основа нашей души, или то, из чего она состоит. Это явление ничем не отличается от остальных, просто расположено в более скрытом месте, а именно в правой верхней части офиса. Его с равно редким шансом можно увидеть именно там. Это бумажный приятель изображает образ Фредди. Это характеризуется ярко выраженной медвежьей мордой, бабочкой и шляпой, которую он носит. Также одержим ремнантом и намекает нам на прошлые события. Следующая пасхалка не менее редкая, и увидеть ее можно с большим шансом, но не каждый при ее появлении сможет ее обнаружить у себя на экране. Здесь нужна внимательность и хорошая память, чтобы понять, что поменялось в этом коридоре. Ответ прост. Самый первый от нас плакат заменился на плакат со Spring Bonnie, или же Springtrap. Это может и отсылать как на самого Springtrap, так и на пиццерию Fredbear Family Diner 1983 года, где использовались основные аниматронные талисманы, такие как Fredbear и Spring Bonnie, чей плакат мы по сути и видим в этом коридоре. Идентичный плакат может появиться и у входа из этого аттракциона. На нем с таким же шансом появится Springtrap или же Spring Bonnie. Суть пасхалки такая же, что и у предыдущей. Единственное, что я могу добавить, так это то, что здесь у зайца глаза целые, а на прошлом плакате у него есть лишь один глаз. Если что, можете перемотать и сравнить. А я перехожу к следующей пасхалке. Найдя камеру, где висит голова Фокси, внимательно присмотритесь к рисунку слева. С очень редким шансом вы сможете лицезреть эту пасхалку у себя на экране. На ней изображен золотой кекс Чики. Вроде бы ничего особенного, но тот факт, что кекс стал желтым, дает нам понять, что либо он косит под Чику, либо он существовал еще во времена золотых аниматроников. Ведь их фишкой был желтый дизайн как аниматроников, так и рекламы, наподобие плакатов и афиш. Отсюда следует теория, что кекс существовал еще с 1983 года, как и тот, кто его носил. Но это могла быть вовсе не Чика, а возможно кто-то другой. Может быть Фредбер, а может быть и Spring Bonnie.
Следующей, как по мне, более жуткой пасхалкой во FNAF 3 являются секретные кадры со спринтрапом, которые с некоторой удачей могут попасться вам во время прохождения. На них Уильям Афтон, уже запертый в костюм Спринг Бонни, пытается освободить свой труп из этой ловушки. Принимая действие руками раскрыть голову костюма, он может появиться на экране именно в таких позах. Эти кадры говорят нам о том, что по сути даже после своей смерти и долгих муках в костюме он все еще желает как-то выбраться из этой своей ситуации, что говорит о его большом желании жить дальше, пусть и не ради благих целей. А вот это уже намного крипое, чем то, что было показано ранее. Но, к сожалению, это не пасхалка, а вырезанный контент, который в игру так и не попал. Наверняка Скотт Коутон планировал сделать еще дополнительный кадр к уже существующей пасхалке, но почему-то передумал, хотя если бы я во время прохождения ночью встретил бы такой флешбэк, то кирпичный завод был бы обеспечен новой поставкой кирпичей, так как это реально выглядит устрашающе, особенно если играть ночью, в темноте, в тишине, да и к тому же совсем одному в доме. Ну что тут сказать, полная жуть, а я перехожу к следующей пасхалке. После прохождения FNAF 3 вам вылезет вот такая газета с некоторой информацией по данному аттракциону. Для начала можно будет обратить внимание на текст по краям, который замылен и типа считается не столь важным, но на самом деле, если его перевести, то можно узнать следующую информацию. Вспоминая все сделанные мной игры, я заметил, что почти всегда в них присутствуют сломанные роботы. Не уверен в причинах такой закономерности, но похоже, эта тематика преследует меня. До создания FNAF у меня был выбор, какую игру сделать. Зная, что это может быть моя последняя попытка, прежде чем начать новую карьеру. У меня был выбор между The Desolate Hope и ремейком моей первой игры Legacy of Flame. И новые идеи об аниматрониках и камерах наблюдения. Работая над первой игрой, я начал кампанию по сбору средств на разработку. Я получил ровно $0. Имена Фредди, Чика, Бонни и Фокси были всего лишь прозвищами на период работы с персонажами. Я планировал дать им официальные имена позже, но временные имена так мне прижились, что я решил их оставить. В оригинальной игре Фредди не должен был передвигаться по пиццерии, пока не закончилась энергия, но это было изменено перед релизом. В реальной жизни у меня были кошмары и лунатизм. В них я ходил во сне и все такое. В одну из ночей мне приснилось, что Бонни был в коридоре моей комнаты. Я выпрыгнул из кровати и бросился захлопывать дверь. Тут я обнаружил, что двери заблокированы, и меня переполнил страх. В первом FNAF, если двери перестали отвечать, это значит, что что-то уже пробралось к тебе в офис. Поэтому, когда я понял, что дверь заблокирована, я отчетливо почувствовал присутствие Бонни в спальне, как будто он пришел за мной. К счастью, я проснулся. На самом деле, я смоделировал Фокси на своем портативном компьютере во время 14-часовой поездки к родне моей жены, летом 2013 года. Очень тяжело моделировать 3D-персонажей в трясущейся, движущейся машине. Наверное, вот почему Фокси выглядит таким потрепанным. По приезду, пока мы были в гостях, мои дети пробовали выскакивание Фокси в первый раз. Но это еще не все, что можно здесь найти. Если провернуть старый трюк с осветлением картинки, если вы тоже этим занимались, то ставьте лайк, то можно увидеть позади игрушки Фредди Спринтрапа. Эта пасхалка значила, что Спринтрап вовсе не умер, и он еще вернется. Одна из пасхалок, которую вы сможете активировать самостоятельно, находится у вас в офисе. Для того, чтобы это сделать, нужно после прохождения третьей ночи, зайдя в основную мини-игру, идти не к Shadow Freddy, а в противоположную сторону. Далее вниз, минуя бухту Фокси. В коридоре, что вы попадете, находится пароль от секретной мини-игры. Запомнив пароль и завершив основную мини-игру, на четвертую ночь нужно рядом со столом найти несколько плиток, из которых состоят стены офиса. Активных из них будет всего 9, а нумерация их такова. Нажав нужный пароль на плитках, вас перебросит в секретную мини-игру с аниматрониками из пиццерии Fredbear Family Diner. О самой пасхалке я расскажу чуть позже, ведь она имеет важную роль в получении хорошей концовки во FNAF 3. И на очереди у нас еще одна пасхалка, которая активирует секретную мини-игру.
Для того, чтобы это сделать, нужно на 5-й ночи в правой части своего офиса попытаться заметить фигурку Shadow Bonnie. Если вы ее нашли, то поздравляю, вы очень внимательный. Далее достаточно на него нажать, и вас перебросит на секретную мини-игру. О самих мини-играх я расскажу чуть позже, ведь там много разного рода контента. Вот еще одно редкое явление в этой игре. С минимальным для вас шансом вы сможете лицезреть Chicken Кекс на вашем столе во время прохождения очередной ночи. Так такового секретного посыла эта пасхалка не несет, но если вы внимательно присмотритесь, то поймете, что кекс не фантомный, а самый обычный. К тому же совсем целый, а учитывая, что эта вариация кекса существовала с 1993 года и дожила до FNAF 3, события в котором должны были происходить в 2020 году, хотя после переосмысления сюжета Скоттом Коутоном они сейчас примерно происходят в 2012 году. Следовательно, этому кексу по меркам игры уже 19 лет, и он все еще в хорошей форме. И кстати, Скотт Коутон допускает, что кекс нечто большее, чем просто декор на руке Чики. В доказательство этому могу привести фильм по ФНАФу, где Кекс – полноценный антагонист истории, причем играющий ключевую роль в убийстве Уильяма Афтона. Хотя, конечно, фильм в рамках игровой вселенной каноничен с ней лишь на 50%, так что вроде бы обычный Кекс, а информации хранит в себе столько, что будь здоров. Итак, ребят, вот вы меня видите, привет вам. Я хотел сказать то, что я разделю ролик на 3 части. Первая часть — это пасхалки, которые между собой не связаны будут. Вторая часть — это пасхалки, которые между собой связаны. В первой части такие были, но я во второй части про них расскажу чуть подробнее и приведу новые пасхалки. И третья часть ролика — это часть, где мы разберем хорошую концовку, как ее получить. Хотя большинство из вас явно знает, как ее получить, как и я, в принципе. Если вы давний игрок этой вселенной Five Nights at Freddy's. Поэтому вот так и получается. Надеюсь, ты там не устал, не уснул, потому что на записи я посмотрел, вышло чуть нудно, я бы сам для себя так сказал. Но что могу, то могу, как записываю, в принципе. И вот. И да, и на этом этот короткий отрывок заканчивается. Если ты и вправду тебе стало интересно, то задерживать не буду. Поехали! Итак, я бы хотел поговорить о мини-игре под названием Stage 01, а в файлах игры ее название вот такое, из чего следует, что в этой мини-игре есть Golden Freddy. Также я хотел бы затронуть вот эту мини-игру. Активацию обоих мини-игр я уже рассказывал ранее, поэтому сразу перейдем к самой сути. На сцене рядом со Spring Bonnie стоит Фредбер, который по своей сути и является Golden Freddy, но здесь нас интересует вовсе не это, а то, что у нас одна цель – отдать торт душе ребенка. Для того, чтобы это сделать, необходимо пройти небольшой лабиринт, который состоит из повторяющихся комнат, которые имеют свои переходы между уровнями. Также есть дверь на выход, которая вернет вас обратно на ту ночь, где вы закончили свое прохождение. Но если вы хотите дойти до желаемой цели, то вам нужно игнорировать эту дверь и, зная правильный путь, идти дальше. Вот маршрут пути при игре за Фредбер. А это маршрут за Shadow Bonnie. После того, как вы отдадите торт душе, мини-игра закончится и вас вернет обратно на ночь. Рассуждая о смысле этих мини-игр, можно уйти в долгие раздумья. Для начала здесь изображены события 1983 года, и я думаю, вполне понятно, каким душам мы отдаем торты во всех этих мини-играх. Это души, принадлежащие оригинальной четверке аниматроник. Также мы не забываем про марионетку и Golden Freddy, но про них позже. Хотелось бы разобраться, откуда в пиццерии 1983 года появился Shadow Bonnie. Неужели это тоже один из самых старых аниматроников в истории FNAF? По сути, это так и есть, тем более этот аниматроник полностью пронизан остатком и является одним из самых секретных аниматроников во всей франшизе до сих пор. И поэтому конкретного ответа на этот вопрос нет, но есть много интересных теорий насчет него. К слову, я их могу разобрать уже в другом ролике, так как информации по нему немало и много того, над чем можно порассуждать.
Следующая на очереди мини-игра по названием Chica's Party. Для ее активации нужно пробежаться по камерам 2, 3, 4, 6 и найти там еду. После успешных поисков вас перебросит в эту мини-игру. И как следует из названия, мы будем играть за Чику и собирать кексы, проходя платформенный уровень, и когда мы дойдем до души, то произойдет то же самое, что и в других случаях. Аниматроник отдает торт, и мини-игра заканчивается. Дополнительного секретного посыла я здесь не увидел, кроме одного момента. Мы играем за той Чику, следовательно, мини-игра уже показывает времена примерно 1987 года, а в остальном ничего такого нового здесь нет. Но это всего лишь пока что. Мини-игра с баллонбоем активируется следующим образом. Вам нужно перейти на камеру 8, найти там рисунок баллонбоя и нажать на него несколько раз. После проделанных действий эта мини-игра запустится, и вы будете играть за баллонбоя. Ваша задача здесь собирать шарики и искать следующую душу, чтобы вручить ей торт. Ничего сильно примечательного здесь нет, все то же самое и с тем же посылом, поэтому я перехожу дальше. Для этой пасхалки вам понадобится перейти на камеру 7, найти там игровой автомат с изображением Фредди и в нужной последовательности нажать на кнопки. Комбинация кнопок такова: верхний левый, нижний левый, верхний правый, нижний правый. И когда вы попадете в эту мини-игру, то будете играть за мангл, которую нужно будет собрать, попутно зарабатывая очки. Также здесь есть и то, что можно рассмотреть, а именно плачущую душу на заднем фоне, которую можно встретить в одной из локаций мини-игры. Это изображение олицетворяет душу марионетки. В остальном ничего примечательного здесь нет, поэтому переходим дальше. Эта пасхальная мини-игра может дать ответы на давние вопросы фнаферов, которые оставались под сомнением. Но перед тем, как я все объясню, давайте разберемся, как получить эту пасхалку. Для ее активации нужно перейти на камеру 3, нажать на постеры с марионеткой, после чего вас перебросит в эту мини-игру под названием Happy's Day, или же в переводе на русский «Самый счастливый день». Говорит ли вам что-то это название? Если нет, то сейчас объясню. Если изучить всю локацию и дойти до стола, где стоят все спасенные марионеткой души, то можно заметить, что все они направлены на душу с маской Golden Freddy. Это значит, что все они пришли отпраздновать его счастливый день, которого он так долго ждал. Он вам никого не напоминает? Все верно, плачущий мальчик Кэссиди в мини-играх из FNAF 4 тоже ждал счастливый день. Тот день, на котором его и не стало, который он не смог отпраздновать. Поэтому эта мини-игра и показывает нам, что даже после смерти Кэссиди марионетка вместе с другими душами решили взять его с собой в качестве пятой души, если не считать марионетку, и отпраздновать его счастливый день, которого он ждал. Из этого все можно сделать вывод, который приводит к нас к заключению того, что Фредбер и Golden Freddy – это один и тот же аниматроник, так как на душе плачущего мальчика одета маска не Golden Freddy, а Фредбера. Это дает нам понять, что пятая душа, управляющая Golden Freddy, в мини-игре носит маску Фредбера. И еще то, что плачущий мальчик и есть пятая душа, которая вселилась в Golden Freddy. Также можно заметить разницу в цвете персонажей в этой мини-игре. Таким образом, Скотт Коутон хотел показать, что цветные персонажи относятся к живым, а черно-белые к умершим. В заключение этой мини-игры хочу сказать, что она является финальной мини-игрой для получения хорошей концовки во FNAF 3. А еще я жду ваших комментариев насчет нового ролика. На этом я бы хотел закончить разбор этой пасхалки и перейти дальше. Итак, ребят, вот первые две части подошли к концу. Мы там все разобрали, теперь осталось получение хорошей концовки, но там, в принципе, много не займет, но я думаю, будет приличной информации. И, кстати, насчет того, почему ролики не выходили так долго, то есть, сколько прошло, месяца 4? Месяца 4 не было ролика, все потому, что я переезжал в новую квартиру, пока что здесь. Здесь пустота, пустота. Ну, и что могу сказать? В принципе, да, не было вообще времени, вообще не было времени. То есть я снимаю по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, когда только могу. Когда появляется время, тогда и снимаю. И вот, в принципе, это все, что я хотел сказать вам, проинформировать, чтобы вы просто знали. Так что долго задерживать не буду. Переходим к самой основной, самой, я бы сказал,
сложной части, потому что получение хорошей концовки это не очень уж так и просто. Нужно все в правильном порядке выполнить. А какой порядок выполнения, вот вы сейчас и узнаете. Так что поехали. Кликните дважды по изображению Баллонбоя на камере 8. Далее соберите все шарики в мини-игре. Когда появится дверь на выход, не пользуйтесь ею. Вместо этого прыгните в левый верхний угол комнаты. Затем прыгните через правую стену и, оказавшись в последней комнате, подберите мерцающий шар. Потом перейдите на камеру 7 и нажмите на кнопки на игровом автомате в такой последовательности. Верхняя левая, нижняя левая, верхняя правая, нижняя правая. Вы попадете в следующую игру Mangle Quest. Соберите все части Mangle, при этом избегая ребенка, бегающего по уровню. Как только все части Mangle будут собраны, появится выход, который нужно игнорировать. Вместо этого прыгните на платформу над дверью, а с нее сквозь верхний левый угол вы попадете в нижнюю часть экрана. Поверните налево и прыгните по летящим шарам, чтобы добраться до торта, расположенного сверху. Возьмите его и вернитесь в игру Баллонбоя, снова нажав на его изображение в камере 8. Снова соберите все шары и прыгните сквозь фальшивую стену. Теперь вместо падения на пол вы окажетесь на платформе с шарами. Двигайтесь вправо и доберитесь до души, которой вы отдадите торт. Далее вам остается выжить вторую ночь. На изображении камер 2, 3, 4 и 6 видна еда. Вам нужно найти кекс на каждом из этих изображений. А если вы не можете его найти, то просто ищите белые светящиеся глаза. Как только вы соберете все 4 кекса, вы попадете в мини-игру Чикаспати. Все, что вам нужно, прыгнуть в отверстие, которое вы перед собой увидите. В следующей комнате перепрыгните через барьер в верхней левой части экрана. Так вы попадете в следующий уровень. Далее прыгните на платформу с шарами, чтобы отдать торт следующей душе. После остается лишь выжить третью ночь. Если вы посмотрите на стену у левой части вашего стола, то заметите группу плиток размером 3 на 3. Зная нумерацию плиток, введите код, который вы должны были узнать в основной мини-игре после прохождения третьей ночи. А пароль таков: 395248. Так вы попадете в следующую мини-игру Stage 01. Она не так проста, как кажется. В ней вы обнаружите 9 идентичных комнат. Зная правильный маршрут, который выглядит вот так, вы сможете добраться до следующей души. Так же, как и в прошлые разы, не пользуйтесь выходом. Для того, чтобы вам было понятно, как это все пройти, сейчас я вам покажу небольшой ролик. После прохождения этой мини-игры вам следует напрячься и пройти четвертую ночь. В противном случае эту мини-игру придется пройти заново. Справа на столе вы обнаружите фигурку Shadow Bonnie. Кликните на нее, чтобы попасть в следующую мини-игру. Пролистайте все локации в этой мини-игре, чтобы попасть в игру Air Adventure. Проскочите сквозь стену в верхнем левом углу комнаты. Снова пролистайте все локации, пока не обнаружите себя в фиолетовой комнате вместе с душой, которой нужно дать торт.
Когда мини-игра закончится и вы продолжите проходить пятую ночь, переключитесь на камеру 3, нажмите на постер с изображением марионетки, чтобы попасть в мини-игру Happy's Day. Просто пройдите вправо, чтобы встретиться с теми детьми, которых вы спасли. Далее вам остается пройти пятую ночь, и как только она окончится, вы получите 3 звезды в главном меню игры и другую финальную заставку, на которой все души упокоились, а маски Golden Freddy и вовсе нет. Это и есть счастливый конец, который по сути не является каноничным, ведь, как мы знаем, душа Golden Freddy так и не упокоилась из-за того, что Springtrap остался жив. А в хорошей концовке плачущий мальчик обрел покой, что невозможно с учетом последующих игр с сюжетом, который повествует нам Скотт Коутон. Каноном же является концовка после прохождения 6-й ночи. Там пиццерия сгорела. Именно это мы и можем прочитать в газете после прохождения. Это канон, так как во FNAF 6 Springtrap уже будет изрядно поломан, что будет отсылать на пожар во FNAF 3. Тем самым итог таков, что хорошая концовка не канон, а плохая концовка и пожар канон. Что Скотт Коутон еще ни разу не объявлял, какая концовка канона, какая нет. Таким образом, мое суждение является лишь теорией, у которой есть свое доказательство и свое логичное место во всей этой истории. И напоследок я хочу рассказать вам о пасхалке, которую, возможно, не все из вас видели, но, возможно, слышали. Речь идет о фантоме Golden Freddy, который с очень редким шансом может появиться у вас в левой части офиса на несколько секунд и сразу же исчезнуть. По сути, фантомы являются галлюцинацией нашего охранника, а именно Майкла Шмидта, которому от пережитка прошлых лет мерещатся эти аниматроники, и фантом Golden Freddy не исключение. Еще хочу сказать про один интересный факт. Во FNAF 3 существуют 2 марионетки, а одна является фантомом, которая появляется у лица охранника во время прохождения. А вот настоящую же марионетку можно увидеть на камере 8. Почти то же самое и у Спринтрапа. Их тоже 2. Один фантомный, а другой настоящий. И иногда бывает так, что ты его видишь далеко от себя, а через секунду он тебя убивает. Если у вас такое случалось, то поздравляю, вы смогли запечатлеть это явление. Пусть оно не столь редко и появляется на финальной ночи, но все же я считаю, что вы молодцы. И на этом я предлагаю заканчивать. FNAF 3 таит в себе много секретов, пасхалок, загадок и ответов на многие вопросы. Пусть Скотт Коутон не раскроет нам все тайны FNAF, но я считаю, что этого и не надо, ведь FNAF стал таким успешным благодаря своей загадочности, тайнам и лору, который строился из теорий фанатов. И именно они достроили половину сюжета в этой игре. И я тоже помню, как в далеком 2014-2015 году любил обсуждать теории и играть с друзьями на тот момент в 4 игры по FNAF, а потом заходить в YouTube и смотреть новые теории и прохождения по этой серии игр. К слову, сейчас у меня с этой игрой все так же и осталось, как раньше. Пусть FNAF сейчас стал совсем другим, но это вовсе не мешает мне продолжать строить новые теории и обсуждать их с моими друзьями. В завершение я хочу посоветовать вам перейти на мой Telegram и Boost каналы. Там появляется контент, который вы у меня не найдете на YouTube канале. Ссылки можете найти в описании канала. А на этом я заканчиваю свое вещание. Надеюсь, вам понравился разбор пасхалок, а также вы узнали и вспомнили много нового. А с вами, ребят, был Shadow Foxy. Не хворать вам, не болеть и всем пока!